Установка медиасервера Plex и uTorrent, чтобы можно было фильмы для медиахранилища закачивать из интернета. Так, ну поехали. У меня уже скачан заранее Plex Media Server последней версии с сайта. Все ссылки на дистрибутивы будут на сайте у меня. Ссылка в описании. Ну и собственно на сайте производителя можно будет напрямую зайти. Гуглите Plex. Там все видно. Так, ставим торрент. Попутно. Жесткий диск у меня тут не SSD-шный, поэтому процесс будет не очень оперативный. Закрываем. Пока ставится Plex, предварительно настрою структуру папок. Как я обычно делаю. Здесь диск 1. В зависимости от вашей конфигурации можно сделать отдельный диск под весь медиа-архив. Создаем папку медиа. Здесь можно сделать следующую структуру. Отдельная папка под ваши домашние фотографии. Отдельная папка под фильмы, сериалы, которые качаете с торрента. Отдельная папка для вашего домашнего видео. И можно еще, если, к примеру, вы хотите музыку слушать с компьютеров, планшетов, то можно, и телевизоров, то можно еще папку с музыкой. Но я ни разу не пробовал, поэтому создаем пока папочку торрент, папочку фото для домашней фотоколлекции и создаем папку home video. Как бы двухсмысленно это не звучало, создали. Так, торрент у нас запустился. Или не совсем. Что у нас еще из необходимого? Чтобы можно было ставить на закачку фильмы, находясь где-нибудь на работе, либо в гостях у друзей, рассказали вам про фильм, вы его решили тут же скачать. Делаем следующую систему. Да, uTorrent поживет, я покажу. Суть системы следующее. Вы в Dropbox настраиваете папку, куда сохраняете файлы загрузки торрента. А в самом торренте вы настраиваете папку, где торрент будет мониторить появление новых файлов для загрузки. И таким образом, когда вы папку Dropbox у себя с телефона сохраняете файл, он синхронизирует с Dropbox на вашем компьютере, и торрент видит этот файл и начинает загрузку. И когда вы уже приходите домой после работы, фильм у вас скачан, можно приступать к просмотру. Как-то так это все работает. Схему более подробной работы тоже сделаю в описании. Может быть, вставлю видео для понятности. Потому что на слух воспринимается довольно тяжело. Так, ну что-то торрент у меня тупит. Ладно, ждем тогда. И вот здесь делаем следующее. Заходим в папки, выбираем папку, которую мы в нашей структуре создали.
Папка для загрузки. Так. И загружаемые, и загруженные. Торрент файл нам сохранить не надо. Автозагрузка. Вот. Это вот интересный момент. Ставим удалять, чтобы не захламлять папочку. И заходим в Dropbox. Вот у меня здесь уже создана папка торрент. Выбираем. Все. Торрент у нас настроен. У него прописана автозагрузка. Теперь очередь за плексом. Так, ну тут мы, естественно, согласны. Плекс открывается вот тут. Open Plex. Правой кнопочкой по иконке. Теперь надо авторизоваться. Помнить бы еще свой пароль. Так, авторизовались. Теперь делаем следующее. Вот у нас список библиотек пока пустой. Нам надо добавить 5 же библиотеки. Можно сделать несколько вариантов. Например, вы создаете отдельно папку для фильмов, отдельно для сериалов. И когда торрент закачивает, вы вручную туда это все переносите. Но это надо постоянно туда-сюда копировать. Я обычно создаю фильмы, сериалы, общую папку, вот этот торрент, который у нас уже был указан, куда у нас все торренты как раз и загружаются. Не надо ничего сортировать. Единственный минус: иногда Plex не правильно определяет тип видеофайла и может, например, фильмы записать в сериалы и наоборот. Так, вот фильмы мы добавили. Теперь добавляем сериалы. Тоже папка торрент. Если хотите разделить, то просто создаете там медиа, сериал, как удобно. Название лучше указывать русскими, как раз не русскими, английскими буквами. Мало ли какие могут быть проблемы с кодировкой. Лучше избегать. Так, и библиотека для фотографий. Она у нас лежит в папке медиа. Называться будет фото. Так. Ну и домашние видео. Папка отдельно создается, потому что ко всем видеофайлам, которые Plex видит у себя в каталоге, если они, например, классифицируют как фильмы и сериалы, он пытается по базе найти там название, стартовую иконку, а нам этого не надо для домашних файлов, потому что, соответственно, он, скорее всего, какой-нибудь найдет, но оно будет заведомо неправильно. Так, все, создали. Теперь надо это все наполнить. Как наполняется, я сейчас покажу. Заходим на какой-нибудь торрент трекер и скачиваем фильм. Для примера я выбрал вот это, чтобы уж точно не нарушить ничьих авторских прав. Фильму 50 лет. Надеюсь, ничего не нарушает. Так. Нам нужно сохранить торрент файл в папку в Dropbox. Сохранить ссылку как? Открываем Dropbox. И у нас тут торрент. Сохраняем. Ждем.
Вот у нас автоматом он добавился сюда. Также он должен из папки Dropbox по окончанию загрузки удалиться. Вот таким образом библиотека заполняется в автоматическом режиме. Так, ну поехали. Здесь у нас представлена система, домашний медиасервер на базе Plex, установлен на тестовый ноутбук, на котором я сейчас покажу, как у нас все работает. Слева от ноута это медиасервер, подключенный к телевизору, который будет с Plex запускать контент. Как работает? Так, включаем телевизор, включаем медиаприставку, запускаем. У меня медиасервер иконбитовский, телевизор Panasonic. Если бы у меня был Samsung, LG или Philips, все было бы намного проще. Потому что у Samsung и LG в магазине приложений есть Plex, его можно скачать, поставить, и никакой приставки дополнительно не потребуется. Но имеем то, что имеем. Про Plex я узнал значительно позже. Вместо ноутбука можно использовать, к примеру, файловые хранилища QNAP. Это дорогие решения, но зато в одной коробке вы получаете и хранилище резервных копий ваших Apple девайсов. Также там можно хранить фильмы, музыку, качать. Ну, в общем, полноценный компьютер. Так, заходим на наш ноутбук по UPnP. А пока на сервере есть только один фильм. Самогонщики. Чтобы уж точно не нарушить чьих-нибудь прав. Взял фильм. Старенький. Права должны уже истечь. Заходим и видим, что что-то у нас пошло не так. Так. Ну вот. Все, зашли. Включаем. Фильм прогружается, все, стартанул. Вот таким образом это все и работает. Как это работает на устройствах? Так, стоп. Тормознем. Так, попробую показать на iPad. Заморачиваться с удаленным экраном мне неохота. Так, раз. Все, как-то так. Заходим в приложение Plex. Идет подключение. Вот у нас наш медиасервер. И он сразу предлагает посмотреть только что закачанный. Так. Куда-то я не туда, вот. Так. Так, выбираем проигрыватель. Все. Пошел процесс. Вот, как-то так это выглядит. Как можно удаленно закачивать? Это опять же посмотрим на примере iPad. Так, ну вот, для примера скачаем наугад фильм. На iPad тоже установлен Dropbox. Открыть в Dropbox. Некоторые торренты не дают сохранять, просто открывают непонятную белиберду. Так, выбираем наш торрент.
Нажимаем выбрать, сохранить. Все, пошла загрузка. Теперь здесь у нас в Dropbox добавился. Так, торрент запускаем. После окончательной настройки торрент у нас будет запущен всегда. Поэтому вот все, он уже стартанул. Дальше все то же самое. Фильм скачается, просканируется, добавится сюда. Как выглядит пополнение домашней медиатеки? Вставляем в ноутбук SD-карту. Так, ну что, фотографии у нас часть скопировалась. Посмотрим, нашлись они или нет. То есть все это каталогизируется. Не нашлись. Так, обновляем вручную. У нас стоит раз в 2 часа обновления, поэтому неудивительно. Сейчас он их в ручном режиме должен, я думаю, все найти, которые успели скопироваться. Так. Отменим, раз уже все скопировалось. Вот, пошел процесс. Как это выглядит на телеке? То есть мы можем, к примеру, пришли к вам гости, вы хотите показать фотографии из отпуска. Заходим опять же через медиаприставку. Фотографии. Вот у нас папочка, которую мы создавали. Выбираем все фото. И если у вас каталогизировано, то можно выбирать там погоду, по месту. В статье, которая будет в описании, есть ссылки на хорошие каталогизаторы фотографий. Вот, все фотографии показываем. Можете утомить гостей всей вашей 1000 фотографий, какую вы успели наснимать в отпуске, поездке. Как это выглядит на экране iPad. Plex, кстати, позволяет получить доступ к фотографиям, ну и ко всему материалу через интернет. Вам надо будет только правильно настроить роутер и авторизоваться в Plex под одной учетной записью и на медиасервере на домашнем, и на планшете. Так, ну вот, как это у нас выглядит. Открыли мы сервер, обзор, фотографии. И вот он у нас все это удовольствие загрузил. Единственное, превьюшки еще не обработал. Ну вот, как-то так это все выглядит на экране. Еще одна тонкость. Медиасервер надо подключать проводом, чтобы вот, к примеру, фотографии обрабатывались быстрее. Сейчас у меня ноутбук подключен по Wi-Fi, поэтому когда 1000 фотографий, он немножко долго соображает.